Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки 74. В этом видео я хочу вас познакомить с очень большой семьей, которая поселилась в очень большой квартире, а также подготовилась к праздникам. То есть идея этого видео пришла ко мне с тем, что, квартиру обычно украшают к праздникам, и я захотела обставить такую квартиру, и после того, как я закончу, я бы там немножечко остановилась, и потом бы украсила ее к праздникам. То есть из коробочки достали все украшенницы, повесили всякие гирляндочки, в общем, что-то около того, и за счет того, что здесь, в этой квартире, точнее, много разных людей, то и комнаты будут украшены по-разному. То есть вы сейчас увидите. Но хотя в превью, я думаю, вы немножечко все-таки увидели это дело. Давайте по поводу семьи поговорим. Хотя перед этим я хочу высказать свое негодование по поводу того, что наборчик маленький к праздникам, который выпустил Sims, вышел чуть позже, чем я закончила строить и начала монтировать. Это было очень обидно. Там очень красивые предметы. Если у вас официальная версия, то вам нужно просто обновиться, или он уже обновился. Вот эти вот маленькие подарочки, которые они нам обещали в микрообновлениях, они, собственно говоря, пришли. Там пришли определенные предметы, связанные с праздниками, и они очаровательные. Там какие-то фартушки, что-то там на стол. В общем, симпатичные вещи. Их всего несколько, но, мне кажется, они бы хорошо смотрелись на этой кухне. Мне очень сильно зашли эти фарточки, которые там появились, висящие на стене. Это прям круто, этого действительно не хватало. То есть я на них посмотрела, думаю, а на что, правда этого не было? Это же так логично, это же так красиво. Почему у нас этого не было? В общем, все, давайте все-таки к жителям нашей квартиры. В нашей квартире живет целых 3 поколения. Знаете, бывают такие квартиры, когда куча народу там живет, бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, все-все-все. Если площадь позволяет, то я, в принципе, думаю, что здесь нет ничего плохого, потому что кто-то любит жить в большой компании, кто-то, конечно, одиночкой не хочет жить, но бывают такие большие семьи, которые, в принципе, прекрасненько уживаются все вместе. У нас такая семья. У нас есть бабушка, дедушка, которые изначально, знаете, такие главы семейства, клана. Скорее всего, там заправляет всем бабуля, потому что дедушке хочется уже больше подремать, посидеть с внучкой, что-нибудь с ней поделать. У них такая самая классическая спальня в голубых тонах, у них такая более классическая кровать, и, в принципе, такая комната, знаете, достаточно спокойная. Плюс впоследствии они украсят как раз-таки свою спальню больше всего. То есть на картинах будут висеть вот эти не шторки, а украшения для стен, мне они очень нравятся, но для окон они редко подходят, потому что они немножко странного размера, а вот для картин они оказались очень даже хороши, и мне кажется, они прям идеально сюда вписались, у них и маленькая елочка отдельная, то есть они прям такие фанаты праздников, им это нравится, они любят украшать, в общем, все очень круто у них в комнате, но, повторюсь, комната у них достаточно такая спокойная, в синих-голубых тонах, очень классическая, с большим количеством книг, то есть там 2 книжных шкафа, скорее всего, кто-то этим занимается. Плюс у них допотопный компьютер, мне очень понравилось, как он там выглядит. Дальше у нас идет средний мама-папа, которая, получается, дочка вот этих бабушки и дедушки со своим мужем, у которых есть дети, и эта дочка с мужем, они живут в соседней комнате, она такая более спокойная. То есть она такая классическая, но спокойная, в бежево-коричневых оттенках, чего-то такого чересчур у них нету, ее муж музыкант, поэтому у них стоит синтезатор в комнате, так как, в принципе, места больше нету. То есть я думаю, что исторически сложилось так, что изначально одна из комнат была кабинетом, но из-за того, что там старшая дочь повзрослела, ей выделили эту комнату, и, собственно говоря, папа переехал в свою же спальню, где он продолжает музицировать, разбираться с этим всем. В общем, у них такая очень спокойная спальня, и украшения у них только на стенах. То есть у них спальня не очень большая, у них не очень большое окно. Такая не самая, на самом деле, удачная спальня, потому что у бабушки с дедушкой побольше окон, у старшей дочери и у младших тоже там все с окнами хорошо, а вот средним досталось среднее маленькое окошечко, которое единственное на их спальню.
как-то вот так досталось им это дело. Ну, я думаю, что они не сетуют, потому что в целом квартира, конечно, большая и красивая. У них гигантский коридор получился, но мне нужно было как-то дать доступ ко всем этим комнатам, которые я сделала. Плюс у них у них 3 ванны, что не может не радовать. Я все-таки решила, что 8 человек не разминутся ни в одной, ни в 2 спальнях, в ваннах. Нужно все-таки немножечко побольше. Соответственно, у нас целых 3 спальни. Причем одна детская, которая в их детской. Вот сейчас мы переходим в детскую. Точнее, я своим рассказом перехожу в детскую. Одна у нас такая типа общая на кухне-гостиной. И одна в коридоре. Ну, типа вот выход у нее в коридор. Так что, думаю, они все-таки разминутся как-то. Так вот, после родителей у нас идут младшие дети, у них одна общая комната, хотя они разнополые, у нас девочка младший школьник и ее брат тоддлер. Вот, но пока вот они в одной комнате. Я думаю, что впоследствии, если бы я играла за эту семью, я бы их развела по разным комнатам. Ну, в общем, немножечко перетасовку я бы устроила. Но пока тоддлер и младший школьник, я думаю, вполне они себе хорошо уживаются. Плюс комната получилась достаточно просторной, всем есть место, есть игрушки, есть какие-то вещи, где есть поставить. Есть даже вот этот большой домик с куклами, где тоддлер может играть. Да и школьники, по-моему, тоже могут с ним играть. У них есть отдельная ванная, как я уже сказала, что тоже не может не радовать. Я думаю, это очень удобно, что они могут не бежать через весь коридор. Знаете, когда ночью захотелось в туалет, не надо бежать по темному коридору, когда очень страшно, какие-то тени, какие-то зеркала, а можно просто в своей же комнате немножечко пройтись, и ты попадешь уже в ванну. И, собственно, ты уже в ванной. Вот, я из этих соображений сделала, а еще я узнала, что, оказывается, один из настенных светильников нам помогает защищать детей от подкроватных монстров. Я не знаю, это правда или нет, потому что никак не могу попробовать это дело осуществить, никак у меня не в игровых каких-то моих челленджах не появляются школьников, на которых я бы могла проверить. А сидеть неигровые семьи испытывать мне немножечко сейчас пока не хватает времени. Если вы знаете, то вы можете мне сказать, правда это или нет. Ну, то есть вот настенный светильничек, по-моему, с какими-то тоже монстриками, типа вот я в этой квартире его повесила над тоддлером, надо было на самом деле над школьником повесить, над школьницей, но ладно уже. Я надеюсь, он все-таки работает, потому что он скоро мне пригодится в других челленджах, потому что вот эти вот подкроватные монстры — это просто какое-то одище, потому что они иногда так часто появляются, что просто, каждую ночь у меня такое было, что еще достаточно давно, когда я играла в 100 детей, они просто реально каждую ночь под каждой кроватью появлялись. У меня еще были тогда шумные соседи, и никто вообще не мог выспаться. Вообще никто не мог выспаться, потому что они бесконечно скакали, прыгали, пугались. В общем, это был какой-то кошмар и ужас. Так что теперь вся надежда на светильник. Я надеюсь, он работает. И последняя комната, именно жилая спальня. Детская, я сделала в детском стиле. Она достаточно такая не супер яркая, достаточно спокойная, достаточно классическая, немного разделенная на 2 части за счет того, что у нас все-таки 2 детей. А вот последнюю спальню — это старшая девочка, она уже подросток, и она живет со своим парнем. У нее такие прогрессивные родители, которые им разрешили, потому что они хотели, там, в общем, уже думали, типа, сбежать куда-нибудь, еще что-то, и они уже махнули рукой: живите уже лучше под нашим присмотром, что вы будете рядом, накормленные, напоены, что вы будете точно ходить в школу, ладно, уже живите. И в итоге как раз-таки их отселили в кабинет. Он такой очень темный, то есть эта комната одна из самых темных, там такой темно-бирюзовый используется, в общем, такой темно-сине-фиолетовый, там уже 2-спальная кровать, и в этой комнате практически нет украшений, потому что они не нравятся подросткам, они считают, что все праздники — это какая-то фигня, что, семья вроде вместе, но им не особо это все нравится, им не особо нравится здесь жить, но другого выбора у них нету, зато они могут быть вместе, они рады, что им разрешили здесь пожить, но какого-то
особого участия в жизни семьи они не принимают. Ну, на самом деле, для подростков это нормально, потому что в определенный момент идет становление личности, сепарация от семьи, и авторитет переходит с родителей на сверстников, поэтому это нормальный такой процесс становления взрослой жизни. И, конечно же, у нас большая гостиная-кухня-столовая, то есть там все немножечко совмещено, то есть какие-то перегородки я все-таки сделала, но они такие достаточно условные, потому что везде арки, везде там какие-то перегородки сделаны, но так немножечко они неполноценные для того, чтобы все-таки совместить все пространство, но немного разделить, немного совместить это все дело. Обязательно должен был быть камин, без него вообще никак, мне кажется, в больших квартирах, в больших домах это прям обязательно, потому что это такое комфортообразующее какое-то звено, которое должно быть обязательно. И в целом и гостиная, и кухня сделаны в таких более-менее классических цветах, вариантах, то есть там синий, бордовый я использовала. Ну, достаточно так спокойно. Отдельно я сделала именно столовую. Правда, чтобы в нее попасть, нужно пройти через всю гостиную. Это немножко нелогично, потому что обычно все-таки столовые делают рядом с кухнями, чтобы было удобно. Типа, приготовил, сразу пошел покушал. Но у нас немного странная семья, поэтому у нее вот такая вот странная планировка. Вот, как я и говорила, я сначала просто строю как бы квартиру, а потом ее украшаю. Я надеюсь, вам понравилась эта идея. И, кстати, по поводу челленджей хочу немножечко поговорить, потому что я их немного подзабросила, у меня тут появилась новая идея, вот уже вышло 2 новых серии, я надеюсь, они вам нравятся, но по поводу и фермы, и пекарни у меня очень большие сомнения, потому что на самом деле они зашли в логический тупик, как бы я там ни старалась, ни прыгала, ни бегала, то есть там просто обычная жизнь, то есть самое интересное уже в принципе прошло, вот, поэтому я подумываю над тем, чтобы их уже финализировать, потому что, мне кажется, уже, в принципе, пора. Тем более, что ферма у нас уже достаточно давно, я уже там перепробовала, в принципе, все самое интересное, все новые задания, ярмарки, все, что можно было. Вот. Сама по себе ферма уже хорошо функционирует, да, она приносит не супер много денег, но какие-то деньги она все же приносит. Особенно если не лениться и действительно удобрять постоянно вот эти вот крупные растения, которые сельскохозяйственные, то за них действительно можно хорошую сумму как бы выручить при продаже, но это если с учетом того, что вы удобрения сами находите, если там у вас есть курятник, у вас есть ламонятник, ну, для ламы, кто коровник, для коровы, а для ламы что? Ламонятник? Я не знаю. Ну, в общем, если у вас есть это все, вы получаете бесплатно эти удобрения, тогда да, это очень выгодная история. Ну, повторюсь, в принципе, это все пришло к какому-то более-менее логическому концу, и дальше я думаю, что нету смысла развивать эту историю. С пекарней то же самое. Сама по себе пекарня очень быстро начала приносить хорошие деньги, я не знаю почему, потому что первые там серии в изначальной пекарне было очень сложно, достаточно долго было сложно, а здесь как-то очень быстро все наладилось, и в принципе с ремонтом тоже не затягивается особо. Не знаю, может быть, я что-то неправильно делаю, что как-то слишком просто все это делаю. Я не знаю, но в итоге вот это вот мое поведение в игре привело к тому, что челленджи пора финализировать, пора закрывать, потому что их интерес к ним пропал, и как бы сюжетная линия дальше не развивается. Я думаю, что в принципе это даже к лучшему, потому что вот начался новый челлендж, он меня вдохновляет, мне интересно, и там есть определенные вещи, до которых я хочу довести этот челлендж, то есть у меня есть определенный план, которому я буду придерживаться, конечно, но Sims сам не расскажет, что там нужно делать, потому что это непредсказуемая игра, мне кажется, ты вроде бы ей управляешь, но по факту она управляет тобой, твоими Симсами, поэтому непонятно, как все пойдет. Ну, в общем, там интересно, там что-то новенькое, и я думаю, как раз хорошо будет, что такие челленджи получатся не длинные, не затянутые и вовремя остановленные, потому что у меня есть один челлендж, который я тоже не финализировала,
планировала, но он, в принципе, к тому шел. Я вот все думаю, снимать финальную серию старшей сестры или не снимать старшей сестры финал. Я не знаю, но там тоже все пришло к очень логическому концу, потому что денег море, все задания выполнены, все дети выращены, все как бы хорошо. Я не знаю, что дальше делать, но изначально это был очень интересный челлендж, я очень любила его, но в какой-то момент все-таки уже не то пошло, слишком они стали богатыми и стало неинтересно. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, заходите на канал, там много чего интересного. Вы обязательно найдете что-нибудь на свой вкус. Подписывайтесь, ставьте лайк и приятного просмотра.
Пока!